Я заказала огромный пакет бюджетных и неформальных альтушных украшений и аксессуаров с сайта Temu. Сегодня мы будем все это дело распаковывать, примерять и оценивать качество. И проверим, действительно ли там можно найти бюджетные штучки за копейки, или нас снова ждет разочарование и дешевый сыр только в мышеловке. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Я огромный фанат разных сережек, кулонов, украшений и аксессуаров, которые обычно всегда дополняют мой образ. Мне кажется, под каждым роликом я получаю от вас кучу комментариев, где можно заказать такие же украшения, которые надеты на мне. У меня очень большая коллекция украшений и бижутерии, но практически все мои украшения были найдены в секондах, кем-то подарены или куплены где-то уже очень давно, так что я, к сожалению, не всегда могу подсказать, откуда то или иное украшение из моей коллекции. К тому же, в плане украшений я люблю покупать что-то красивое и бюджетное, потому что у меня аллергия на металлы, и я не могу носить что-то одно и долго. Соответственно, какой смысл тратить бешеные деньги на всякие дорогие цацки, если ты их не можешь носить? Поэтому я придерживаюсь позиции, что украшений у меня должно быть много, чтобы они все были бюджетные, и чтобы они подходили совершенно под разные образы для съемок и жизни. Короче, лучше дешево и много, чем одни сережки с бриллиантом, которые ты не можешь носить. Недавно я снимала видео про распаковку товаров, которые никто не покупает на маркетплейсах. И как раз для этого видео на сайте Temu я нашла вот эти потрясающие сережки. Эти серьги мне действительно очень понравились по качеству. И я решила, а почему бы мне не заказать с Temu еще огромный пакет всего. Так что сегодня на моем обзоре будут и украшения, и аксессуары, рюкзак, гетры, колготки, головные уборы. В общем, я заказала кучу всего в своем стиле, и сейчас мы будем все это распаковывать и примерять. О сайте Temu я узнала примерно как только переехала в Финляндию и сразу начала оттуда все заказывать. Потому что по сравнению с другими маркетплейсами у Temu очень быстрая доставка, ну вот буквально за неделю мне все посылки приходят. И к тому же, например, при заказе из Китая нужно платить налог, который достаточно большой. Ну а переплачивать, сами знаете, не особо хочется. А при заказе с Temu никаких налогов нет, ничего платить не надо. Ну и к тому же доставка, по-моему, от 10 евро бесплатная. В общем, Temu это крупный маркетплейс со штаб-квартирой в Бостоне с огромным количеством разных бюджетных товаров. Там есть одежда, украшения, аксессуары, косметика и много товаров для декора и дома. И, насколько я знаю, они доставляют в Европу и в Америку. Кстати, для новых пользователей Temu у меня есть свой личный промокод, по которому вы получите пакет купонов в сумме на 100 евро на свои покупки. Скидкой можно воспользоваться при заказе от 40 евро. А также на сайте возможен бесплатный возврат в течение 90 дней. Ну и на самом сайте постоянно большое количество скидок и акций. Да и вообще даже без акций там и так все стоит очень дешево. А приложение Temu можно скачать по ссылке в описании. Но перед тем, как начать обзор, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах ютуба. Первое, что я заказала, это, видимо, какое-то украшение. Я уже даже сама не помню, что я там заказывала. А, я поняла, это цепочка. Эта цепочка, она универсальная, то есть ее можно повесить на джинсы, на шею, на сумку. Так. Осталось ее распутать. Это вот такая металлическая серебряная цепочка, состоящая из 3 видов цепей. Застегивается она на 2 карабина, то есть ее можно по сути прицепить вообще куда угодно. И на цепочке есть вот такая милая паутина с паучком. Мне нравится качество этой цепочки, потому что это действительно металлическая цепь, а не пластик. Я просто помню, я как-то заказала цепь, и она оказалась пластиковой. И эта цепь развалилась буквально за несколько дней. Здесь же цепочка реально из хорошего металла, они не рвутся, не расстегиваются, и все в принципе выглядит качественно. Стоила эта цепочка меньше 3 евро, и я буду носить ее с джинсами, с юбками, потому что моя старая цепочка уже знатно подострепалась, и с нее слезло металлическое напыление. Ну а мы переходим дальше. Сейчас в ТикТоке и Pinterest очень многие стали покупать вот такие накладные хвосты, типа ponytail. И я подумала, почему бы мне тоже не заказать хвост для всяких разных интересных образов. Поймала. И я выбрала вот такой вьющийся хвост с градиентом из темно-синего в бирюзовый. К сожалению, сейчас для меня вот этот цвет, который сверху слишком темный, но я постоянно тонируюсь то в более синий, то в бирюзовый оттенок, поэтому для меня это не будет какой-то проблемой. И в какой-то момент этот хвост обязательно мне будет подходить под цвет волос, ну а сейчас у меня волосы уже немного подсмылись, и нижняя часть подходит мне чуть больше. Сзади волосы закреплены на сеточке, и здесь есть специальная заколка, чтобы хорошенько прикрепить все это дело к волосам. И есть 2 ленты по бокам, чтобы потом привязать все это к своему хвосту. Давайте его примерять.
Стоил этот хвост в районе 3 евро, и тоже за такой прайс вполне себе годное приобретение. Следующая моя покупка, которую я заказывала специально для своего прошлого видео с обзором косметики Beauty Bomb, и про которое я вспомнила только сейчас, учитывая, что видео уже как 2 недели выложено на канал. Класс! Это фейковый пирсинг с розовыми кристаллами. Стоил он копейки, где-то 1,5 евро, но по качеству он выглядит реально топовым. Он с острыми концами, но очень круто, что по факту они не острые. То есть дискомфорта такая штучка причинять не будет. Основная его проблема в том, что я о нем вспомнила только сейчас. Причем в видео у меня была подобная сережка в носу, но она мне не особо подходила. Я вообще забыла, что я заказала эту. И что мне с ней делать? Ну ладно, давайте мерить. Мне очень понравилась форма, потому что такую форму можно и сбоку на нос прикрепить, и как фейковый септум, и на ухо. Ну, на ухе, конечно, у меня и так уже много всего без этих сережек, и по качеству меня это украшение тоже устраивает. Но что с ним делать теперь, я не знаю. Может, конечно, для каких-нибудь снова розовых съемок оно мне подойдет, но я думаю, что я обязательно попробую заказать себе точно такое же, только с голубыми кристаллами. И вот с голубыми кристаллами я это точно носить буду, но это, конечно, печаль. Ну ладно, раз мы вспомнили прошлый ролик, то специально для него я заказывала с Тему вот эти сережки. Это прозрачные розовые сережки из пластика в стиле гламурных нулевых. Издалека они выглядят очень классно, но если их рассматривать прямо вблизи, то видно, что пластик немного мутный. С другой стороны, очень часто у подобных бюджетных пластиковых изделий на стыках торчат какие-то куски пластмассы. Здесь же все окей, все идеально ровненько и никаких острых частей нет. Ой, сейчас опять мне все будут в комментариях писать: фу, какие у тебя мерзкие уши, как мне жалко твои уши. Да ничего не жалко, нормальные у меня уши. Никакого дискомфорта мне украшения не доставляют. Ну, кроме того, что у меня аллергия. К тому же эти сережки супер легкие, они вообще никак не ощущаются на ушах. Я их заказывала где-то за 1,5 евро, да в принципе на эти 1,5 евро они и выглядят. Чисто для каких-то вечеринок и образов, а почему бы и нет. Одно из самых бомбических, о чем вы меня уже много раз спрашивали, это вот этот кулон со стразами с розовым сердцем. Тоже вы могли его видеть в прошлом ролике, тоже заказывала специально для него. И потом выяснилось, что точно такой же кулон был у Лисы. Сзади у кулона есть достаточно длинная цепочка и самая обычная застежка. У меня постоянно проблемы с украшениями, потому что они на моей тонкой шее очень сильно висят. Здесь же все очень хорошо сделано, и на моей шее этот кулон полностью закрывается. То есть ничего не надо выдумывать сзади с этой цепочкой, как мне постоянно приходится делать. Короче, на моей шее этот кулон выглядит максимально по размеру, и меня это не может не радовать. Очень классно сияет, сверкает, и на видео, и на фото смотрится очень выигрышно. Ну, я думаю, вы заметили, раз вы меня спрашивали, где его купить. Конечно, это вообще не мой стиль, и в жизни я вряд ли буду в нем ходить, это скорее на какие-то съемки, для каких-то образов. Этот кулон тоже стоил всего пару евро, и мне кажется, он приковывает к себе максимальное количество внимания. Просто роскошь на грани разорения, а грань разорения 2 евро. В одном из своих прошлых обзоров одежды перед летом я заказала себе зимнюю шапку. И наше лето было паршивым, можно сказать, его вообще не было. Поэтому в этот раз я решила заказать кепку. Может быть, это хоть как-то повлияет, и у нас будет нормальная погода этим летом. Это вот такая милая кепка с кошачьими ушками, пирсингом и цепочками. По качеству, ну, кстати, кепка тоже, на удивление, сшита неплохо. На удивление, везде ровные аккуратные швы. Сзади кепка тоже выглядит вполне себе нормально. Нитки нигде не торчат, на ощупь ткань достаточно приятная. Ткань не очень плотная, но и не очень толстая, то есть летом в ней жарко не будет. Сзади кепка регулируется под разные размеры. Я прям очень волновалась, когда заказывала, будет ли вот эта штучка сзади, потому что для меня все кепки обычно очень большие. Ну, нормально на мне сидят кепки только из детского отдела, а тут я могу хотя бы отрегулировать так, чтобы кепка на мне выглядела хорошо. Господи, какая это прелесть! Блин, ну по-моему, на мне эта кепка выглядит очень мило. У меня как раз не было никаких головных уборов на лето, поэтому в кепке была прям жесткая необходимость. Я прям вообще вот честно не ожидала, что мне придет что-то нормальное, и вообще никаких ставок на эту кепку у меня не было. Короче, я очень рада, потому что теперь у меня есть прикольная кепка. И реально, на моей башке она сидит по размеру. Немного, правда, уши смотрят в разные стороны, но я думаю, это просто из-за того, что она лежала долго в пакете. Ну, я надеюсь, что со временем ушки придут в норму. Во-первых, она немного собирает на себя шерсть животных, но, в принципе, валиком все это запросто убирается. Второй нюанс — это вот эти штучки, которые при каждом повороте головы начинают звенеть. У меня такое ощущение, что у меня не башка, а колокол. Бом-бом, понял, нет? Но, в принципе, все эти мелкие нюансы перебивает цена, потому что эта кепка стоила 3 евро. 3 евро
евро это, если что, 300 рублей. Ну, типа, какие могут быть еще претензии вообще? И, опять же, за такой бюджетный прайс выглядит она вполне достойно, носить я ее 100% буду, еще увидите в ней кучу фоток. Ну, конечно, если у нас в этом году хотя бы лето будет. Ну, а так кепка просто 10 из 10. Поддавшись массовой истерии с новым трендом на бантики, я снова не смогла пройти мимо. И если раньше было популярно носить на волосах много маленьких бантиков, то сейчас мы возвращаемся в первый раз в первый класс, когда в моде стали огромные банты. Как по мне, этот тренд выглядит очень женственно и мило, и иногда мне тоже хочется быть женственной и милой, ну только иногда. Поэтому я заказала себе черный бант. Ну, хотя бы не в первый класс, но на похороны, я думаю, в нем можно пойти. Это вот такой большой красивый бант сзади на заколке. И тут надо включить мозг, чтобы понять, как вообще эта заколка открывается. Обычно у меня в таких случаях есть одно правильное и верное решение. Саймон, открой! Хоть у кого-то в доме у нас есть мозги, но мозги сейчас не дома, поэтому придется мучиться самой. Ура! Я справилась, наконец-то! Так, здесь есть две вот такие штучки, на них нужно нажать, и оно закрепляется. Изи. А тут у меня серое вещество еще осталось, да. Бантик действительно очень красивый. Единственное, что в пакете во время доставки он сильно помялся. Думаю, в дальнейшем попробовать его как-нибудь отпарить. Даже не знаю пока, как это сделать, потому что у меня нет отпаривателя. Думаю, в следующий раз на Тему закажу себе отпариватель уже, наконец-то. Если вы знаете, как отпарить без отпаривателя такие вещи, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что у меня дома есть только утюг, и я боюсь, что такую тонкую ткань он по-любому прожжет. А я все же этот красивый бантик планирую куда-нибудь носить. В итоге я прогладила этот бант при помощи плойки для волос. Какой ужас! Покупки с Тему заставляют меня быть милой. Но если бант в порядок привести, он действительно хорош. Я совсем забыла показать вам еще несколько покупок с Тему, которые я делала достаточно давно. Но на самом деле вы их видите на протяжении всех последних нескольких роликов. Все, что находится сейчас сзади меня, это все тоже я заказывала с Тему. Однажды я увидела рекламу, где были вот эти потрясающие цветы сакуры. И я поняла, что все, ни слова больше, мне оно надо. Я заказала несколько пакетов с сакурой, несколько пакетов с зелеными лианами и еще несколько голубых цветочков. И если лианы мы просто красиво развесили, то с сакурой мы решили сделать кое-что более интересное. Зачем вешать какие-то цветочки на фоне, когда можно сделать целое дерево с сакурой? В общем, из обычных цветочков в пакете это все превратилось в полноценное дерево из коряги, проволоки, проводов и мусорного ведра с землей. Так что теперь у меня вот такой весенний потрясающий красивый фон, который с каждым разом у меня все расцветает. А еще я заказала вот такую сетку, которая здесь висит сзади, на которой все это тоже закреплено. И вообще на Тему просто огромное количество какой-то всякой прикольной фигни для декора. И я каждый раз, когда туда захожу, особенно в отдел декора, я пытаюсь не потратить все свои деньги, потому что я очень хочу делать красивые фоны. Так что, если вы хотите себе комнату, как из Pinterest, то вам туда. И напишите, кстати, в комментариях, как вам мой фон с сакурой. Кстати, настало время сказать вам одну очень важную вещь, которую я утаивала от вас долгое время. Все фоны для своих роликов я делаю не сама, у меня есть личный дизайнер, который в каждом моем видео занимается светом и декором. И дерево это тоже из сакуры, не я сама делала. Но о том, как все это происходит и кто этим занимается, я расскажу в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, если хотите узнать больше нюансов о моей жизни и о съемках новых роликов. А у нас тут тем временем еще просто огромная куча разных украшений. Здесь у меня серьги-кресты. У меня не было еще ни одних сережек с крестами. И я решила, что в 28 лет пора бы уже это изменить. Не сдержалась и стала готкой. Я просто обожаю всякие массивные готические серебряные серьги. И вот эти серьги по дизайну мне очень понравились. По стилю это что-то прям такое вампирское с красным камнем. В общем, шикарный дизайн, сережки сделаны в принципе хорошо. Единственный нюанс это вот у этой сережки немного неровно приклеен страз. Надеюсь, что он оттуда не отклеится и не вывалится. Издалека это вообще никак не заметно, и я не думаю, что на ушах это кто-то увидит. С обратной стороны серьга полная, ну а что вы еще хотели за такие деньги? Ну, если бы они стоили 20 евро, то тогда, наверное, у меня бы были какие-то вопросы. Но пока что мой вывод таков, что на этом сайте очень много бюджетных товаров, и в принципе они оправдывают свою цену. Блин, почему у меня смазалась помада, а мне никто не сказал, а? Еще одна готичная вещица – это украшение на шею с птичьими черепами.
Так, осталось распутать этот кулон, ожерелье, чокер. Короче, у меня большие проблемы с названием украшений на шею. Я не знаю, как это правильно назвать. Окей, пусть будет ожерелье. Ну, короче, в принципе, оно тоже по качеству весьма годное. Птичку жалко. Никаких косяков я здесь не вижу, металл достаточно тяжелый и выглядит все крепко, но вот единственное, что под такое массивное украшение мне бы хотелось увидеть цепочку побольше. Цепочка тут, к сожалению, слишком тоненькая. Единственное, что под мою шею, это ожерелье тоже слишком большое и оно не особо красиво висит, так что буду как-нибудь пробовать укоротить цепочку, чтобы нормально его носить. Хотя, в принципе, так тоже выглядит ничего. Еще один популярный нынче тренд – это заколки в форме звездочек, как в детстве. Я заказала целый набор, здесь их 10 штук. Насмотрелась я на фотки красивых альтушек в ваших интернетах, и вот к чему все это привело. Эти заколки стоили какую-то невероятную сумму, а-ля 30 центов. Извините, но у нас в магазине коробок спичек стоит дороже, а тут как бы целых 10 заколок. Перед тем, как эти заколки использовать, я их советую несколько раз туда-сюда открыть и закрыть, потому что сначала они туго идут, и мне в первый раз без этих действий было сложно закрепить их на волосах, но потом они как бы привыкают к деформации и достаточно легко застегиваются. В общем, на волосах эти заколки выглядят очень эффектно. Можно, например, кучу разных причесок этими заколками дополнить, можно, как я, их просто для красоты на волосы надеть, и сразу получается такой необычный интересный образ. И я, например, в последнее время полюбила этими заколками вот так застегивать себе челку. И в отличие от других заколок, эти звездочки отлично ее держат. Единственное, что вот здесь на стыке они могут немного выдирать волосы, так что надо быть с ними осторожнее. Короче, в эту часть волосы могут попадать и в ней запутываться. Но, в принципе, я уже научилась, и сейчас все эти заколки снимаются абсолютно нормально, без вреда для моих волос. Следующий лот — это вот такие необычные колготки с градиентом. И колготки пришли в таком хорошем пакете с замочком, но пока что у меня ощущение, что мне прислали что-то не то, потому что они все серые. И сами по себе колготки, они прям супер тонкие. В лучшем случае здесь 20 ден, то есть они вообще такие, как паутинка. Надеюсь, что я их не порву сразу же во время примерки. А, нет, действительно, я вижу, что с колготками все нормально. Здесь действительно от носочка идет черный градиент. Градиент к светлому действительно очень аккуратный и плавный, и все это выглядит вполне себе достойно. Колготки меня не особо впечатлили, потому что на картинке они выглядели более ярче, и градиент был более заметный. На ногах же это просто какой-то легкий полупрозрачный эффект. Но честно, мне не хватило. Дальше у нас снова идут серьги. Я заказала вот такие красивые сережки. Там есть и золотые части, и серебряные, и всякие черепочки, звездочки. Череп какого-то дракона или даже не знаю кого. Ну, типа просто красивые сережки с прикольным дизайном. Вроде даже не банальные. Ну, короче, я поняла, с таким успехом мне срочно нужен новый органайзер для моих украшений, потому что мои уже вместе с этим всем делом вешать некуда. Я была уверена, что за такой дешевый прайс украшения будут, ну, прям вообще не очень. Но сейчас я на них смотрю и думаю, что я по-любому все эти украшения буду носить. Так что увидите их еще в следующих роликах. Так уж и быть, новая финская альтушная мода заставила меня вспомнить самые добрые меховые гетры. То чувство, когда увидела какую-то шмотку у девушки в автобусе и поняла, что хочешь такую же. Когда-то давно я шила себе подобные гетры на заказ. Это было году, наверное, в 2010-м. Только тогда они были цветные. Мне тогда было лет 14 или 15. Я прям очень долго копила, чтобы мне их тогда сделали. И в итоге я просто эти гетры надела один раз и оставила их на съемках. И потом долгое время мне не получалось встретиться, я их вообще никак не могла забрать. Потом они уже переехали в Нижний Новгород, когда я была в Москве. Потом, когда девушка приехала в Москву, я уже переехала в Питер. Ну, в общем, теперь я решила закрыть свою детскую травму и купить себе снова меховые гетры. Только на этот раз они у меня черные. Это что? Вот такие махнушки. Так, почему одна длиннее другой, не понял. Так, вроде по размеру все нормально. Да, конечно, гетры за время отправки ко мне нормально так подострепались. Мне кажется, с этим гетром нужно к парикмахеру пойти или еще куда-то, потому что мех выглядит очень странно. Они были просто согнуты в пакете, и на месте сгибов он весь завился и вот так вот некрасиво торчит. Может расчесать их расческой, или как вообще это сделать? Честно говоря, первый раз, когда я их достала, я испугалась, потому что они были похожи в таком состоянии на бабушкин парик.
Сейчас вот я смотрю, они вроде более-менее на глазах приходят в порядок. Мне кажется, им надо дать чутка отвисеться, и все с ними станет хорошо. И отдельно здесь у нас в комплекте вот такие 4 ремешка. Ремешки из кожзама, разумеется, но кожзам достаточно толстый. Мне кажется, они не развалятся. И тоже все сделано на совесть, и дырочек много, все удобно. И здесь вот гетры на резинке, то есть она достаточно неплохо тянется, но она не очень жесткая. То есть для моей ноги эти гетры подойдут, и они будут действительно хорошо держаться, в отличие от вот этих ремешков. Потому что эти ремешки, они просто идут отдельно, и, как оказалось, они надеваются сверху. То есть они никак к гетре не пришиты, никак не закреплены. Тут, конечно, много дырочек, и можно их затянуть на любое расстояние, но, согласитесь, как-то это вот без закрепления очень странно. Мне кажется, они спадут, поэтому я думаю, что я, скорее всего, их просто к этим гетрам сзади аккуратненько пришью. Вот знаете, самое тупое, что это была единственная из тех вещей, которую я раньше видела вживую, видела, как она выглядит на девушке, и то, что мне сейчас пришло, ну, с этим явно надо работать. И притом эти гетры стоили не особо дешево, примерно 6 евро. И, походу, сегодня вечером я буду заниматься выпрямлением меха. Я вот, кстати, не люблю такую тему, когда заказываешь вещи, особенно одежду, и там нужно куда-то что-то, какие-то веревочки самим вставлять, что-то куда-то продевать, завязывать. Все же хочется, чтобы все было намного проще, чтобы ты из пакета что-то достал, надел и пошел. Так, а у нас осталось еще несколько украшений и рюкзак. Во-первых, на тему очень прикольный тренд на всякие какие-то прикольные штуки с бабочками. И вообще, судя по рекламе, которую я вижу достаточно часто, тему как будто сам создает какие-то тренды, о которых я, например, никогда не подразумевала. Например, вот эта вот тема с сакурой, вот эти все бабочки. Ну, я действительно до этого особо ни у кого такие вещи не видела. Но вы только посмотрите, насколько красиво это выглядит. Там есть и серьги с бабочками, и кольца с бабочками, и украшения с бабочками. Короче, я когда все это увидела, я была в полном восторге и получила максимальный эстетический оргазм. И вот опять же, я подобные аксессуары пока что не видела ни у кого из блогеров и инфлюенсеров. Не, ну конечно, мне очень нравится всякая странная фигня. Но напишите в комментариях, нравятся ли вам такие идеи с бабочками, кринж это или нет, потому что мне лично очень зашло. И зашло настолько, что я заказала себе серьги. Боже, как это мило! Единственное, что я не продумала, куда я эти серьги буду вставлять, потому что здесь совершенно другая застежка, и, ну, короче, это просто серьги-гвоздики. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем, дырок у меня много. Ну, оно действительно выглядит в жизни как на картинке. Это обычные легкие прозрачные бабочки из самого обычного пластика. Они на золотых цепочках, и снизу внизу висит жемчужинка. Не знаю, ну правда, по-моему, эстетика просто зашкаливает. Особенно с каким-то светлым нежным образом, которого у меня нет. Ну, в общем, я вот представляю, насколько это красиво будет смотреться. Не, ну как по мне, это выглядит очень элегантно и утонченно. Знаменитая ночная бабочка Ляля Колобок на работу собирается днем. Чтобы привлечь клиентов, нужно быть изысканной и элегантной. Короче, бабочки просто топ. Я думаю, в следующий раз обязательно закажу к ним какое-нибудь украшение на волосы или ожерелье, чтобы у меня был такой законченный красивый образ. И эти бабочки пришли в таком жестком пластиковом контейнере, и ничего не помялось, и все с ними прекрасно. И последние серьги на сегодня — это очень милые улиточки. Я нашла на тему очень давно, еще где-то в январе, огромное количество всяких кринжовых сережек странных. И у меня был целый пост в Телеграм, где мы выбирали лучшие. И притом все эти серьги были одновременно и смешными, и дебильными, и очень милыми. И я бы действительно все их носила, только не знаю куда. Ну, я просто обожаю всякие угарные и странные вещи. Из всей этой подборки, которую я выкладывала, я решила взять самые адекватные на вид сережки. Это вот такие милые улитки. Ну и здесь я ожидала действительно другого, то есть я думала, что это будут объемные улиточки, прям вот такие кругленькие. Но по факту это просто кусок пластика по форме улиточки, и он еще и черный с другой стороны. Опять же, к идее у меня претензий нет, все напечатано, конечно, достаточно нормально, но просто я не очень люблю подобного формата сережки. Мне кажется, они как-то дешевят образ. И это касается в основном всех угарных украшений, потому что по большей части они сделаны именно вот по такому образу и подобию. Просто такие плоские серьги. Например,
Например, у меня есть вот такие сережки с хрюшками, и тут видно, что они в 3D, то есть у них там и лапки, и хвостик, и пятачок, все это есть, но с улиточками мы получили просто запечатанный пластик. Конечно, у меня прям сердце тает при виде этих милых улиточек, но было бы круче, если бы они были объемными. Последнее из украшений на сегодня — это вот такой черный кулон с цепочкой и луной, и с надписью «ВИЧ», типа «Я вся такая ведьма». Ой, думаю, пойду с ним на битву экстрасенсов, колдовать и разводить людей. Вижу, что ты после моего обзора потратишь кучу бабок на разные цацки. Хотя нет, это он, наверное, про меня говорит. Не, ну серьезно, за 1,5 евро реально прикольный кулон. Вроде все ровно, красиво, аккуратно. И самое последнее и самое интересное, что я сегодня заказала, это новый рюкзак. Я уже достаточно давно обливаюсь слюнями, проходя мимо одного люксового фэнси-магазина в Финляндии, где продаются очень прикольные рюкзаки. И стоит он как бы 200 евро, то есть 20 тысяч рублей. И я как бы не готова отдать за рюкзак 200 евро. А мне как раз сейчас просто необходим маленький рюкзак на каждый день, потому что все мои рюкзаки, они достаточно громоздкие, то есть с ними там можно в путешествия и в походы ходить. А мне хотелось найти именно такой небольшой рюкзак, в который можно положить, по сути, все самое основное, типа косметичку, кошелек, паспорт, карты, ну и чтобы еще осталось место, например, для какого-то бутерброда или бутылки воды, или 4 банок пива. Кто понял отсылку, пишите в комментариях. В общем, я хотела что-то подобное по размеру и по дизайну, чтобы это был небольшой рюкзак с большим количеством карманов. И на тему я нашла его. Я сразу скажу, что этот рюкзак стоил всего 10 евро, и тут к нему идет достаточно большое количество всякого стафа, огромное количество карманов. Тут куча каких-то разных замочков, я так понимаю, я должна сейчас все это сама надеть. Ура! Я закончила разбираться с рюкзаком. По дизайну, как по мне, этот рюкзак просто офигенный. Во-первых, он сделан из черной ткани, которая действительно выглядит как бы дорого. И при этом ткань непромокаемая, то есть она не должна пропускать влагу. Все швы ровные, и рюкзак выглядит действительно намного дороже, чем он стоит. У рюкзака есть достаточно большое основное отделение, и в нем есть еще одно отделение с такой мягкой прослойкой. Например, туда можно положить планшет. В этот рюкзак просто идеально влезет какая-нибудь книжка, учебник, блокнот или бутылка воды, и останется место для какой-то техники, документов. Опять же, я от этого рюкзака тоже просто вообще ничего не ожидала, потому что отзывов на него с фото не было. Сверху есть еще один вот такой карман навесной, тоже на молнии, которая еще и прикрыта. Вот здесь у рюкзака есть 2 кармана сбоку, к сожалению, бутылка воды туда не влезет, потому что они достаточно мелкие. Но меня такие карманы устраивают, я обычно в них ношу, например, бальзам для губ и антисептик. Сзади рюкзака есть также еще один маленький потайной карман. Тоже он достаточно вместительный. Например, я в такие карманы складываю свои лекарства. Ну, потому что они не всегда нужны, например, а тут на всякий случай пусть всегда в сумочке будут. Идеальный рюкзак для пожилой женщины. Вот эта штучка сверху, это тоже по факту кармана навесной. Я не знаю, что туда класть, но банк пива туда влезет. И теперь я открываю это отделение, и там у нас еще один потайной кармашек. Как раз он идеально подходит для документов, карт, паспортов. То есть всего в этом рюкзаке 3 кармана с внешней стороны, 2 кармана сбоку и одно основное отделение. Слушайте, ну вообще неплохо, мне действительно очень нравится этот рюкзак. Он очень удобный в плане своих размеров. И сам по себе рюкзак, несмотря на обилие карманов и фурнитуры, достаточно легкий. Но меня немного смутили ручки, потому что ручки, в отличие от всего рюкзака, уже немного выглядят похуже. Ручки здесь тканевые, и из них даже торчат нитки. В принципе, сами по себе ручки крепкие, но вот это крепление из пластика, да, оно из пластика. Это очень непродуманная идея. Сам рюкзак достаточно вместительный. Я думаю, банок 8 пива туда влезет точно, но я боюсь, что этот пластик может не удержать рюкзак. Ну, а так рюкзак, не считая лямок, это просто 9 из 10, мне он очень нравится. И еще, как вы заметили, у нас сегодня все милое, так что к этому рюкзаку в комплекте шел вот такой вот милый брелочек. Если бы это была розовая хрюшка, я бы всю этому рюкзаку простила, вот вообще. Ну что, вот такая распаковка с сайта Temu. Слышали ли вы об этом сайте? Может быть, что-нибудь отсюда заказывали? Я очень приятно удивлена качеством, потому что большинство вещей выглядит хорошо. Но, по крайней мере, за такую цену это все очень достойно. Конечно, большинство этой продукции производится в Китае, но, в принципе, что вы хотели за такую цену? В общем, мне кажется, этот сайт это действительно тот случай, когда цена максимально соответствует качеству. А еще на Temu есть огромное количество косметики. Так что, если вам интересен обзор китайской косметики с Temu, то пишите об этом в комментариях. Там просто куча разных странных и супербюджетных позиций, и там есть косметика просто
просто по всем китайским трендам. Не забывайте про мой промокод на скидку, по которому вы получите пакет купонов в сумме на 100 евро на свои покупки. Вам полезно, а мне приятно. Скидкой можно воспользоваться при заказе от 40 евро. И скачать приложение можно по ссылке в описании. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.